Екатерина была еще совсем молодой, когда оказалась на пороге своей семьи, лишенной поддержки и понимания. В свои 17 лет она уже носила под сердцем ребенка, и этот факт стал для ее родителей невыносимым. Они, глубоко верующие и традиционные люди, не могли принять того, что их дочь забеременела вне брака. В ночь, когда она призналась в своей ситуации, родители выгнали ее из дома. В их глазах она стала позором, и они решили, что должны избавить себя от этого бремени. Покинутая и обессиленная, Екатерина провела несколько дней, не зная, где найти укрытие. Но вскоре она нашла поддержку у подруги, у которой переночевала и со временем стала справляться с жизнью. Под сердцем она носила новую жизнь, и каждый день был борьбой за себя и за своего будущего ребенка. Она не знала, как будет жить дальше, но не могла отказаться от этой жизни, которая росла внутри нее. Спустя несколько месяцев Екатерина родила сына. Это событие полностью изменило ее жизнь. Несмотря на все трудности, она сделала все, чтобы обеспечить своему ребенку нормальную жизнь. Сложности с деньгами, работой, учебой – все это становилось частью ее повседневности. Она научилась быть сильной, несмотря на свою молодость, и поняла, что только ее собственные усилия и любовь к сыну смогут сделать их жизнь лучшей. Годы шли, и с каждым годом Екатерина становилась все мудрее и сильнее. Сын рос, учился и развивался. Но Екатерина не могла забыть тот момент, когда ее выгнали из дома. Она пыталась избегать мыслей о родителях, закрывая этот вопрос. Но сын, растущий и задающий вопросы, часто напоминал ей о том, что в их жизни не хватает части целого его бабушки и дедушки. Прошло 20 лет. Екатерина уже стала женщиной, которая смогла создать крепкую семью и построить жизнь, не полагаясь на чужую помощь. Но однажды, после долгих размышлений, она решила, что пришло время, чтобы узнать, что стало с ее родителями. Она не знала, что ответит, но в какой-то момент поняла, что только открытость и искренность могут помочь ей закрыть этот болезненный вопрос. Она написала родителям письмо, не ожидая быстрого ответа. Просто хотела, чтобы они знали, что она жива и что ее жизнь сложилась. После нескольких дней ожидания она и ее сын поехали в родной город. Оказавшись у дверей старого дома, Екатерина почувствовала сильный внутренний страх. Было трудно вернуться в место, которое когда-то стало для нее символом боли и утраты. Когда родители открыли дверь, Екатерина увидела в их глазах удивление и, возможно, сожаление. Прошли годы, и они пережили свою утрату. Она не могла не заметить, как сильно они изменились. Родители уже не были теми строгими людьми, какими были когда-то. Теперь их лица были полны переживаний за потерянное время. Но Екатерина почувствовала, что между ними не осталось места для вражды. Время не лечит, но оно дает возможность научиться прощать и понимать друг друга. Вновь собравшись за одним столом, они начали разговор. Не было слов сожаления, не было упреков. Было просто понимание того, что их жизнь, несмотря на боль, продолжалась. Екатерина поделилась своим путем, рассказала о том, как ей пришлось бороться за будущее, а родители рассказывали о том, как скучали по ней и как тяжело было жить без дочери. Прошли годы, но теперь их сердца были готовы к примирению. Боль прошлого перестала быть столь тяжелой, и на ее месте выросла новая надежда. Надежда на будущее, которое они теперь могли разделить вместе. В этот момент Екатерина поняла, что хотя время и не вернет потерянное, оно дает возможность найти друг друга в новых обстоятельствах. Семья вновь стала целым, пусть и потерянным, но вновь обретенным. Время, как оказалось, действительно может дать второй шанс, если в сердце есть место для прощения и любви. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.